Сегодня я расскажу вам невероятную правду о выращивании базилика. А если без шуток, я действительно хочу рассказать о базилике, который очень просто выращивать. Есть такая информация, что у базилика очень сложно прорастают семена, и его нужно сеять на рассаду чуть ли не в феврале, в марте. Какие-то сложности придумывают с выращиванием, с посевом семян базилика. На самом деле все очень просто, элементарно. Базилик выращивать проще, чем укроп. Если укроп у кого-то не удается по разным причинам, на самом деле это достаточно сложная культура, то базилик должен расти у каждого. Я попробовала два способа посева. Первый способ — это с покрытием сверху семян почвой, приблизительно полсантиметра, 1 сантиметр. И способ без покрытия почвой. Просто по поверхности я рассыпала семена. И что же из этого получилось? Получилось то, что если просто семена рассыпаете по поверхности почвы, то базилик уже прорастает на 3-й день, его корни уходят глубоко в почву, и он прекрасно развивается, и его не нужно даже сверху ничем подсыпать. Он получает достаточно питания, и буквально за 2-3 недели рассада уже готова. Вот в этих плошечках как раз я сеяла таким способом. Уже давным-давно их нужно было бы, эти растения, высадить в открытый грунт, но у меня нет времени, поэтому они такие уже немножко чахлые, остановились уже в росте, потому что полностью корешками весь ком земли обплели. Вот. А этот базилик, который я засыпала сверху землей. И посев был 10 апреля, а сегодня 2 июня. И вот, да, такой базилик, во-первых, очень долго прорастали семена, во-вторых, проросли они не все, и в-третьих, получается, что практически 2 месяца ушло на то, чтобы получить вот такую рассаду. Но это я выращивала в теплице, там были большие перепады температуры, это тоже повлияло. Были заморозки, даже снег выпадал у нас в конце апреля. Вот поэтому такой результат. А эти у меня росли на подоконнике. Я говорю, что за 2-3 недели они уже готовы к высаживанию в открытый грунт. Поэтому, если вы хотите выращивать базилик, не заморачивайтесь, не сейте его на рассаду в феврале и в марте. Просто берете в начале мая, сеете его по поверхности без закрытия сверху чем-либо. Через 2 недели получаете рассаду, которую можете высаживать в теплицу или в открытый грунт. В наших условиях все равно раньше, чем в июне, на улицу его не посадишь, потому что это очень теплолюбивое, солнцелюбивое и влаголюбивое растение, которое требует соответствующих условий. А сейчас я наконец-то высажу эти растения в открытый грунт. В посадке базилика нет совершенно ничего сложного. Он достаточно нетребователен к условиям пересаживания, да, в отличие от перца, например. В общем, он ближе к томатам по этим свойствам. Если базилик вытянулся, то его можно глубоко заглубить при пересадке. Вот этот у меня, например, достаточно уже высокий, и спокойно можно заглубить по самые здесь семидольные листочки или даже настоящие листочки, и он даст придаточные корни и будет хорошо развиваться. Так, я его делю. Получается такой саженец. Делаем ямку нужной глубины и засыпаем почвой. Придавливаем. Затем поливаем. Хорошо поливаем. Базилик любит воду. Вот и все. Посадка завершена.
Я посадила в сочетании красный и зеленый базилик в шахматном порядке. А у меня даже получилось его слишком много. Вот на самом деле на семью, мне кажется, 4 кустиков вполне достаточно. Когда он разрастается, то очень трудно успевать его съедать, потому что вы же будете все время отщипывать макушки, от этого он будет куститься еще больше давать листьев. Вот. И 100% успеть его съесть невозможно. Можно сушить, но сушеный также. Ну, просто всему есть предел, да. Базилик я посадила поближе к помидорам. Вот здесь они у меня растут. Потому что говорят, что он дружит с помидорами не только в салатах, но и на грядке. Посмотрим, как они повлияют на рост и развитие друг друга. В любом случае, это будет смотреться красиво. Если вам понравился мой совет и вы разделяете мои чувства насчет высаживания базилика, ставьте класс, подписывайтесь на мой канал, здесь всегда очень много интересного, как говорят мои подписчики. Всего вам доброго и до свидания.